Is it possible Или всем обуздывать свое эго? for all to fight their egoism? Сказано в Исаии Says in 60:21. Isaiah 60:21, И народ твой все праведники. and your people are all righteous. Основой служения хасидов и The каббалистов founding service of Hasidic and Kabbalist является работа по исправлению эгоистических наклонностей на With the work базе of ясного осознания egoistic ничтожности эгоистичного «я» and перед defeating the лицом egoistic I Бога before the face of the Lord, и отказу от проявления эгоизма and fighting egoism и смирению своего «я». and fighting its I. Нечем гордиться нашему «я», так как There's оно nothing просто for не our может I to be существовать proud of, вне своего because божественного it can't источника. Exist outside its godly source. Апостол Павел говорит, мы им Apostle движемся, Paul says, живем и существуем. move and exist and move by Him. Деяния 17:28. Isaiah 17:28. Работа праведника по отказу от The work собственного эгоизма of the ради своего righteousness Создателя. Defeating egoism for His Creator. Как животная within душа themselves. человека воспринимает How does the эго? animal act within a person, Животная accept душа egoism, воспринимает эго как нечто accepts egoism сладкое. as something sweet. Как говорит пророк Исаия Like prophet Isaiah 5:20. 5:20 Горе states, вам, называющий зло sorrow добром is to и you добро who call злом, good evil and evil good, считающий тьму светом, а свет who тьмой, consider darkness light and light считающий darkness, горькое сладким, сладкое consider горьким. sweet sorrow and sorrow sweet. В Кабале сферы как In называется? Kabbalah, what are spheres called? В Кабале сферы хахма, In Kabbalah, мудрость, sphere Chachma, называется wisdom, Отец. is called the Father. Сфера бина, разумение, Sphera Bina, understanding, мать. the Mother, 6 последующих сферот медот, and the next writing the Midot, сын. the Son, И самая нижняя сферот Малхут, and the дочь. lowest Sphirot Malchut, the В daughter. душе человека это разум и эмоции. In the soul of a person, this is knowledge and emotions. Бог только на небе или может пребывать где угодно? God only acts, or can He be everywhere? В священной книге Бога говорят, The Бог holy обитает books не of только God на say небе, God does not only где dwell духи in the праведника, heavens, where the достигших souls of совершенства. righteousness dwell. Евреям 12:22. Hebrews 12:22. Но на планете Земля и But в also самом on the planet человеке. And in man himself. 2 Коринфянам 6:18. 2 Corinthians И даже 6:18. если кто-то опустился так низко, If что someone has fallen кажется, such low потеряна всякая that it надежда. seems all hope is lost, В любом случае, in either case, спущусь ли в преисподнюю ада, и там пребывает will I fall Бог. down to the depths of hell, Псалом and there God dwells. 138. Psalm И в аду 138. можно обнаружить присутствие in Бога hell you can падшим also see грешникам. the presence Бог of пребывает где For the угодно. fallen sinners, God dwells there. Плач в Кабале — это отрицательное The sorrow in явление. Kabbalah, is this denying? В Торе особенно в начале книги Брешит The Torah, говорится о especially in the book плаче. of Reshit, says about sorrow. В первой Торе заплакал Агарь, First in the Torah, когда она Agar cried, заблудилась. where she fell astray. Иудейские комментаторы Торы говорят, The Jewish commentators of the второй Torah плач state вызван смертью the Сары. second cry was because the И death of этот плач Sarah, естествен, оправдан and this is clearly и understood необходим. and was needed. Это не является слабостью This человека, is но not это the поступок weakness of верный. man, but this was a faithful act. Далее Тора говорит о There нечестивце the Torah Исаве, says about Esau, когда он заплакал, when he cried, когда узнал, что его when благословение his забрал blessing Яков. was taken by Jacob. Здесь мы видим злодея Исава в Here we негативном see, контексте рыдает от горя Esau и about a negative отчаяния. context from sorrow. Написано в внутренней части It Торы, says the inner что parts of the Torah пороки, скверна, нечистота, that all types то есть of нечистая сила с uncleanness, упоением плачут и грустят. unclean spirits, Однако that можно найти fall во многих местах fall to Танаха where we и у can find many мудрецов places Каббалы in положительное Tanakh, the wise men of отношение Kabbalah, к страданиям и positive плачу towards человека. suffering of a person. Например, в псалмах или хасидские For книги instance, the Тани Psalms or Алтеребе Hasidic разделяет печаль отрицательную, He denies that cry переходящую пагубную депрессию which fall into и depression грусть позитивную. and the sorrow which is Точное positive. определение, которое горечь, когда сердце разрывается от чувства, Our вызвано heart discomforted by that feeling удаленность от Бога. of separation from God, Такой плач из глубины разбитого sorrow сердца from очищает depths сердце cleanses the heart и несет в себе раскаяние и and opens исправление. in the secret
that fixation. Как ни странно, позитивная грусть, As it's горечь so positively не противоречит acknowledged радости, по словам Загара. about, according to the words of Плач Zahar, гнездится в моем сердце с одной it стороны, is in my а heart from радость one гнездится side в моем сердце с другой and joy from стороны. another side. Сердце может вмещать одновременно две A heart can противоположные at the same эмоции. time have two different Плач о emotions. моем незавидном положении и Sorrow радость, что about Бог my со мною position and joy и that God is жалеет with me меня в любой and ситуации. is with me in any situation. Хасидийская Каббала учит, плач Хасидийская исходит из Каббала самых глубин says души, That the tears come from из the depths of the Ехиды, soul, from где Yehida, все слито в where едино. everything is united in И one. хотя Хая очень высокий And уровень even души, though но Haya Ехида is еще a great выше. rising up, but Yehida is greater. Корень плача выше, чем корень радости. The root of sorrow is greater than the root of Пророк joy. Иеремия говорит о Prophet плаче Jeremiah Рахили says в духовном of the мире crying за детей of своих, Rachel in the находящих spiritual в world этом мире. for her children found in this world. Загар говорит, это самый возвышенный плач, Загар как и says, плач this is the раскрытия тайны Торы. Cry like the understanding of the secrets of the Когда Torah. учитель-каббалист объясняет A тайны teacher книги Kabbalist песни песней, explains the secrets of the songs то of все songs. ученики плакали от Then радости. all the students cried from joy. Какая более высокая ступень служения What is the Богу? greater step in serving God? Мудрый Соломон говорит в Танахе, Why Solomon says in что более Tanakh высокая ступень that the служения greater step in это на serving всех путях свои познавай is on Бога. all your paths come to know Во God. всем, что мы делаем, должны постоянно In познавать everything we do, Бога, we must come to know God, соединяясь с Ним. connecting with Him. Служить Богу мы должны без Serve эгоизма. God, we must do it without Служить Ему egoism. ради Него, а не ради We must себя. serve Him because of Him and not Какое for отличие ourselves. первого и второго храма от What's третьего the difference храма? between the first and second temple from the third Третий temple? храм это ступень The third temple is a step мне неизменная на века. that's not changed for А первый centuries. и второй храмы ступень The first and ради second. имени Моего Was because of my name. подвержена изменениям, So the Creator, возможным падениям и for разрушениям. those knowledges and understanding. Что означает слово «ради меня» и «ради имени Моего»? What do the words for me and for my name Согласно mean? Каббале, разница между «ради According меня» и to «ради имени Kabbalah, Моем» for me and for my name, это такая же разница, как the между difference двумя is другими like понятиями, between two different двумя understandings, ступенями two божественности. steps of godliness. Святой благословен Он, Blessed and holy is He, и шхина присутствие Бога в этом and Shekhinah, мире. the presence of God in this world. Что означает в Каббале не зажигать What in огня Kabbalah в does it mean субботу? not to burn the fire in the Sabbath? В каббалистической книге Загар This the написано, book of Zahar кто says, гневается, словно зажигает He адский огонь. who is proclaiming against И об that этом burns that сказано, не fire. зажигайте огня в Do субботу. not burn fire in the Sabbath day. Такие действия, как гнев, These распри, acts озабление like в anger. субботу, In the Sabbath day, то есть духовное зажигание негативного огня the в spiritual субботу, aspect of burning лишает negative anger человека дополнительной субботней души, takes away from the person нешема етера. Neshama Ritala. Так субботняя дополнительная душа отказывается how входить в the такого Sabbath, человека. Part tells him to separate from it. Что означает в духовном смерть? What in spirituality does that mean? Смерть – это забвение предыдущей жизни. Death is knowledge from the previous Так говорит life. великий проповедник Танаха That's how the Екклесиаст. great prophet В Tanakh смерти says. нет памятования. In death there's no remembrance of Человек не that. помнит предыдущую свою A жизнь, person does not remember his ибо previous наступила life, реинкарнация, because воплощение reincarnation души occurred. в новое тело. reincarnating from one life to Екклесиаст another. 1.4. Ecclesiastes 1:4. Брешита переводится в Which начале. translates in the beginning. Есть толкование, что Брешит это не в The advisories начале, of that Genesis is not а translated by ради some начала. in the beginning, but Ради for Торы. the beginning, because of Ведь the Torah. сказано, Господь Because сделал it меня says, началом God пути своего. made me the beginning of His steps. Притчи 8.22. Proverbs 8:22. Возможно и другое толкование, It's also possible another что мир translation. сотворен на the Левиафане. world Ведь is сказано, created это upon, начало путей Божьих. They found because it Йова says the beginning 40, of the paths of God. 15. Job 40:19. По еще одно толкование, мир By сотворен, the translation of чтобы another, the все word is трепетали created перед Ним. so Ведь that all написано, would fear before Him. начало Like мудрости it says, страх the Господень. beginning of wisdom is the fear of Псалом God. 110.10. Psalm 10:10. Есть очень много разных толкований There are этого many еврейского different слова. explanations Я of this, перечисляю, все воздерживаются. like all connecting. Кто будет искать мудрость, тот найдет все 70 толкований Plus каждого all слова 70 и еврейской translations буквы. of this Hebrew letter.
Сколько видов мудрости. How many levels of wisdom Видов are there? мудрости очень много, и каждый из них полезен. There are many levels, and they're all И все important. они как ступень лестницы, They're all like по steps которой можно подняться к истинной which мудрости. can be led toward true wisdom. Единый пастырь дал всякие виды The мудрости. beginning, the one pastor, God gave all beginnings of Апостол knowledge Павел and wisdom. свидетельствует о Apostle себе, Paul witnesses of что himself он научал людей that Нового he Завета taught всякой people of the New премудрости. Testament all wisdom. Колоссянам 1, 27, Colossians 29. 1, 27, И 29. призывал их, чтобы слово Мессии And Иешуа brought them that the вселялось words в of the них Messiah обильно Yeshua would со be there всякой in fullness премудростью. with all wisdom. Колоссянам Colossians 3,16. 3:16. Вот мудрость я There is приумножил и wisdom I've увеличил. increased. Как понимать Экклезиаст How can we understand 1.16? Ecclesiastes 1:16? Иудейские комментаторы Танаха, Jewish Раби commentators Авраам Tanakh, и Rabbi Эзра Ezra, толкуют and следующим Ezra explained it образом. in such a way. Собрал и изучил мудрость древних Ordered and came to understand the wisdom of the и past прибавил к ним and свое. added to it your own. Сравните Псалме Read in 1.2. Psalm 1, В 2. оригинале сказано: в The учении original says, in моем, my teaching, который он постиг из which Торы. was reached from the Torah. Даниил, как вы достигли такой мудрости? Daniel, how did you reach such wisdom? От всех учившихся меня From all наставников, как сказано who Евреям taught me advisors, 13:7. Like it says, Deuteronomy Набрался 13:7. я мудрости, как And сказано. increased in wisdom, like В it Псалме says. 118, Psalm 99 стих. 109th verse. Ибо размышлял о законе Божьем день и Because I ночь. studied the law of God day and Псалом night. 1:1. Psalm 1:1. Помазание, Святой Дух учит меня всему, и в чем The Holy научил Spirit меня, в том teaches me пребываю. And what it Как taught me, сказано that I 1 dwell. Иоанна 2:27. 2:27. Кто такие сыны Божьи? Бытие For the 6:2. sons of God, Genesis Иудейские 6:2. комментаторы Торы по-разному Jewish определяют commentators of Torah сыновья судей, которые sons творили of на земле Judges Божий суд. In many different ways. Некоторые утверждают, что это святые земные люди, как сказано в Второзаконии, 4 глава, It says 1 стих. Deuteronomy, first chapter. Сыны вы Господу вашему Богу. We are the sons to your Другие God. утверждают, что это сыновья Шема. Others say this is the sons of Shema. А им Эзра считает, Yes, there considers это it те, кто обладал знанием That божественного. had spiritual knowledge. А книга Эноха говорит, что это The book of ангелы. Enoch says these are Также angels. Мидраш говорит, это ангелы, Midrash павшие с also высоты says своего These are величия. angels who have fallen from their greatness. Как понимать, Бог раскаялся, Бытие How can we 6:6. understand God discouraged for what he Боже, упаси думать так. Let us not think Ведь such a чтобы way. помнить слова Торы, Because to сказано в remember the words of the Танахе, Torah, like it says in Tanakh, присоединяли толкование they Неемии added 8:8. commentaries, Nehemiah И 8:8, тогда народ понимал and then the прочитанное. nation understood what То was есть being read. использовали переводы, различные And then комментарии. they understood the translation of Танах different учит, ведь commentaries. не человек Бог, чтобы So Tanakh says, раскаиваться. not God is a man. 1 Царств 1 15:29. Kings Но 15:29. Тора говорила стилем людей, The ведь Torah говорящие says эти слова Моисей, With that, by saying these передающий words, Тору Израилю Moses given the Torah to и Israel, слушающий их людям. and those that listen Сказано to в it, to the Танахе people. пророка It Малахии, says in Tanakh что of the Бог prophet не Malachi изменяется. that God does not Он change. всегда каким был, Он He всегда есть и always всегда was будет. and is, will always be the same. Иисус учил, Бог есть Дух, Иоанна Jesus 4 taught глава, God is a spirit, а Дух плоти и костей не имеет. and the spirit does not have flesh А для and bones. того, чтобы людям доступны были And for слова people Бога, to come to understand the words of God. используются в Танахе слова In Tanakh are used Бог the words видит, Бог God слышит sees, и тому God подобное. hears, and etc. Как бы Он имеет глаза и As уши, if he has eyes and ears. но Бог бестелесен. But God is Он without не flesh. материален, Он дух, He's и у not Него нет material. таких He is чувств a spirit. And he раскаяния. has no such То feelings есть as какого repentance. изменения For нет у what he Него. did, he has no such change. Дыхание жизни, которое Бог вдунул в The breath человека, оно смертное или вечное, Бытие Which 2:7. God had gave within man is eternal. Это так называется душа Нешама, This, которая частица божества, the и она soul не of Neshama умирает. is called, and it does not die. Слово Нешама употребляется только soul по of отношению к Neshama человеку. Is only in respect to man. Сказано It says в Танахе, in Tanakh, дающий Нешама given Neshama, душу народу, the soul to что the на nation, ней what is upon it,
42, Исайя 5. Isaiah 42:5. Этой душой человек перевоплощается в новые So тела. a person reaches Экклезиаст new 1.4, bodies. Иоанна Ecclesiastes 3.7. 1:4, John 3:7. Руах, дух, Ruach, the и spirit, нефиш, животная and душа, nephesh, the animal-like, произведены Правильно, Богом so. из нешама. given by God from Neshama. Но иногда нешама называется But руах, sometimes Neshama is а called Ruach, иногда нефиш, and sometimes как Nephesh. сказано, но Бог it says, спасет But навши God will save those. мою душу. Псалом My 49:16. Psalm 42:16. Руах, дух, вернется к Богу. Ruach, the Экклезиаст spirit 12:7. return to God. Ecclesiastes 9:7. Говорящие на иврите употребляют эти слова Understanding так, Hebrew say these words in such потому way. что нешама Because проявляется neshama вместе с руахом и is нефеш. shown with Ruach and Nephesh. Руах находится в сердце, Ruach is found in the heart. нефеш в печени, Nephesh а in the liver, нешама в and головном мозге. in the head, in the mind. Что означает в духовном понимании 7 народов? What does it spiritually mean, 7 Это nations? 7 страстей, These are 7 что desires человека пытают. that test man. Те, кто Христова не распяли свои плоть с Those этими for страстями, Christ, похотями, Галатам They 5, defeated flesh with all its 4 desires. сказано. То Galatians есть победили в 5:24. духовной войне эти Being 7 народов и defeated вошли в in a обетованную spiritual землю war, небесного these 7 Иерусалима. nations and entered Там, где into духи праведников, достиг spiritual совершенства, Jerusalem, находятся. where those spirits dwell. Евреям 12:22. Hebrews И оттуда 12:22. больше не выйдут вон для реинкарнации They в will тело no longer leave физическое. there for reincarnation Иисус of говорит в physical Откровении body. 3:2. Jesus says, Revelation 3:12. Для чего рождается человек в этот мир? What is a person born for this world? Танах и каббалисты говорят, человек Танах и каббалисты родился говорят, a person для is труда, Йова 5:7. For hard work, На Тору и для служения 7. и соблюдения, чтобы for обрести the Torah and совершенство. obedience and reaching toward righteousness, Исайя 48:18, Isaiah и вечную 48:18. жизнь, Матфея and eternal life, 19:17, Matthew Откровение 18:17, 22:14. Revelation 22:14. Восхождение по лестнице души в reaching Кабале. That level in the soul in Kabbalah. Восхождение, ведущее нас вверх, детально leading us разработаны в Кабале и Is хасидизме. literally translated in Kabbalah and Hasidism. Нефеш — основной уровень жизненной силы, Nephesh, the main level of that strength, ощущаемый в теле, в естественных Which is действиях found проявления, которые in даже the похожи body, внешне that knowledge and на understanding поведение from within, души животного. for defeating the soul and the animal-like На steps. уровне нефеш находится And все those levels, человечество. nephesh, are found all mankind, Руах — дух, уровень эмоций, Ruach, the выражаемый spirit по of отношению emotion, к другим людям, which is found toward внешнему other миру people вообще. in this world and the world to Здесь come. уже распознаваемое существование преимущества человека перед животным. And they found that knowledge for man. Уровень души руах ответственен за стремление человека вверх, The level of those souls are raised up. к тому, что есть человек, а не просто высокоразвитое животное. What is man's and not that level of disunderstanding. На этом уровне начинается движение к Богу, стремление к небесному, к духовному. On these levels are again toward the spiritual commitment. Нешама — уровень разума. Neshama, a level of the Когда человек mind. размышляет день и ночь в законе When a Божьем. person thinks day and Псалом night 1:2. of the laws of God, И посредством Psalm познания Торы в 1:2. духе, Римлянам and by 7:14, learning the Torah in the Spirit, начинает Romans поклоняться Богу в 1:16 духе. starts Иоанна to 4 worship глава. the Creator in the Spirit. Хая — высокий уровень по сравнению с Haya, Нефеш, spiritual Руах и level from Нешама, Nephesh and Neshama, являющимся внутренним which светом, are inner light, но окружающий нас как бы but surround издалека. us as if by a broad. Поэтому мы можем почувствовать его That's why we влияние. can feel its presence. На этой духовной ступени мы становимся близки к On Богу. this spiritual step, we come closer to God. Ехида — самый глубокий корень души. The most deepest Та точка, которая полностью едина со своим that source источником which is fully Богом. united with God. Об этом молится Мессия Иешуа в Of Иоанна this, 17 the Messiah главе, prays to John 14 чтобы его chapter, ученики достигли этого восхождения that души, the students may reach this на level котором of the soul, происходит слитие unto which there is с unity души как частицы Божией с Богом from в parts. едино целое. and unity with God Himself. Достаточно для входа в рай соблюдать часть Торы. Is it enough to enter into paradise just to Нет, obey a part нельзя of the Torah? отнестись к Торе как к чему-либо You can't необязательному react to the Torah as if it's something not и needed, приятному, от чего or not можно necessary. отрезать, взять себе and кусочек. to just take yourself a piece of it. Вся Тора, все буквы в All книге the Torah, Торы
all И the все books in the Torah, all 613 ее заповедей, 613 все это commandments of вместе it. представляет All of it is собой одну together. великую And this цельность. is one of full unity. И основой иудаизма является полное принятие And Торы the и всех foundation of заповедей. Judaism is obeying all the laws Об of the этом Torah. говорит апостол Яков в 2 главе. Of this apostle Jacob says, second Другое дело, что chapter. касается обращающих из Of course, язычников, those that are just coming from the то для них Gentiles to that первоначально knowledge подается then the заповеди first закона are Ноя. given the laws of Бытие Noah. 9 глава, Деяний 12 Genesis глава. 2nd chapter, Genesis 15th Но они chapter. должны возрастать в But духовного they must человека, grow into a spiritual person обучаясь по субботам закону by studying the Моисеева. law of Moses. Деяния 15:21. Acts Чтобы 15:21. научиться всем заповедям Торы, obey как физически, All так the и laws of the Torah, духовно. like physical, same thing spiritual. Какое отличие Тора от книг What пророков is и the difference Писания? between the Torah and the books of the Эти три prophets? различных раскрытия These божественности. three types of Тора understanding of это Слово godliness. Бога, изречено The им Torah, самим. the words of God proclaimed by Him Himself. Пророк это Слово Бога, Prophets are the words of God, услышанное пророком и which were усвоено proclaimed by им. the prophet, and Каждый пророк понимает said, пророчество согласно each prophet своему разумению understand each prophecy according to и his передает knowledge его в своем стиле, and как hands it указание over свыше, in their style as спускающееся вниз к людям. given from the heavens toward people. Писание изречение, идущее от Духа, The scriptures святости самого proclaim the человека. And the holiness of man Они himself. зарождаются в нем самом, как внутренний божественный чистый родник, They're from that бьющий из него fullness снизу вверх. source, fighting him from beneath. Тора, пророк и Писание, какую связь Torah and the имеет со prophets and the сферот? scriptures. What connection do they have to the Тора Sphirot? это отблеск чистой The божественной Torah мудрости. is of the great wisdom of Это God сфера Хохма. and Sphira and Chokhmah. Пророк это сфера Бина. The prophets are В Sphira ней Bina. все воспринимается In it, согласно everything is инструментам accepted разума according to the instruments пророка. of Его knowledge of the представление prophet. выражено в характерном именно для And него it's said пророческом in the стиле. characteristical type of prophetic Писание movement. источник Духа Святости. The Это уже scriptures are сфера a source of Даат, holiness. сила It's the source of познания. knowledge and understanding. Как происходит зажигание светильника души? How do that burning of the soul У людей occurs? Нового Завета их души, которые мудрый The Соломон people of the New называет Testament светильниками Who Бога, are called that light. зажигает Мессия Иешуа Духом The Святым, Messiah Yeshua opens with the Holy который Spirit, дан ему в распоряжение. which gives him that knowledge. Сколько есть в светильнике души And уровней? How many levels in the soul are there? В нашем светильнике души есть несколько There уровней. are multiple levels. Первый уровень — любовь к Богу. The first Он level находится is прямо love в toward нас, God. в глубине. It dwells within us. In the Это о нем depths. сказано. Светильник Бога — About душа it, it человека. says that light is the soul Притчи man. Соломона 20:27. Proverbs of Solomon Его 2:27. зажигает Мессия And the Иешуа. Messiah Jesus burns it. Второй высший уровень — это светильник Second Духа higher level Святости. is the Spirit of holiness. Он находится над нами. It dwells above us. О нем сказано в Of it Танахе. it says in the Горит Tanakh, его светильник на голове His fire моей. burns over my Книга head. Йова. The book of Job. И чтобы этот светильник возгорелся, In нужно order for взойти this к light Мессии to burn, Иешуа We must go down to the Messiah и Yeshua зажечь самому. and burn it itself. Итак, есть один из уровней, когда Мессия Therefore, one зажигает of the наш levels is when the светильник, Messiah burns this light for us, чтобы мы духом пламенели к so we Богу. would burn with the fire Как toward сказано God. в Псалме 103-4 Like стих. it says Psalm 103 А есть verse. уровень, когда мы сами And должны there is a level where we зажигать. ourselves must Римлянам burn it. 12:11. Romans 12:11. Изучал ли праведник Йов книгу Тору? Did the righteous Job study the Да, Torah? изучал ее и соблюдал ее, не Yes. только физически, но и He did not духовно. only physically study it, but also Он spiritually. говорит о Торе такие слова. He speaks such words in the Длиннее Torah самой большой суши from over the lights и itself шире любого моря. and deeper than any. Изучая Тору, надо просто броситься в Studying это the великое Torah, We море, must throw ourselves into this плавать, нырять в river, нем, как and to рыба в swim in воде, it like the fish in the с waters, огромным наслаждением, with great rejoice, заплывая все дальше и глубже, going deeper and deeper, и так без конца. and that like that forever. Что говорит Каббала о What does the Машахе? Kabbalah say about the Messiah? Сказано в Каббале, что Машах It says in относится к Kabbalah самому верхнему
the уровне Messiah сферы is Малхут, in что в the greatest Кетере, levels of sphere of Malchut, which is in самый Keter, верхний сфер the уровень highest sphere Атикьомин, где нет of левой Akheton, стороны, where а there's только no две left side, but правые. only both right sides. Он больше Моисея, об этом же свидетельствует и автор послания More евреям. than Moses 3 witnessed глава. about this, and also in Hebrews 3rd Только chapter, Отец, как Творец, как Бог, Он And более Father, like the Машаха. He is greater Об than the этом сам Messiah. Иисус говорит, Иоанна Of this Jesus says 14:28. himself, John 14:28. И не позволяет It Иешуа, doesn't allow Yeshua, Мессия, никому Мессия, приравнивать Его к Богу. anyone to make him equal to God. Матфея Matthew 19:17. 19:17. Апостол Павел учит, Мессия не Apostle домогался, Paul как says Люцифер, Jesus never о котором attempted like сказано Иезекиила Lucifer. 28, быть It равным says, Богу. Ezekiel 28, to try to be equal to Филиппийцам God. 2:6. Philippians В 2:6. Загаре написано, что цельность In Машаха Zahar says that the выражается в unity соединении of всех миров was воедино. in the unifying of all the worlds together. Машах — это совершенство, к которому должны пройти все евреи и все Besides that righteousness into человечество. which all the Israelites and all mankind Ефесянам must go through. 4:13. Ефесянам Он единый 4:13. посредник между Богом и человеком. He is the true God. Но он человек, God Иешуа Машах. is true, and the Messiah is the one who stands between God and man. 1 2:5. Timothy 2:5. Он путь к Богу, Иоанна Jesus 14:6. is the path toward God, but Через he's него not и God в нем himself. достигается всякая мудрость, Through him совершенство. And wisdom is understood. Колоссянам 1:27, Колоссянам 3:16, 1 Коринфянам 1:30. 3:16, 1 Corinthians. Что означает в Кабале 1:14. дева? What in Kabbalah does virgin Танах mean? учит, что все евреи дева Израиля. It says that all the Иеремия Israelites 3 глава. are the virgin of Israel. Захар говорит, дева это начальное Захар состояние, It's the beginning position когда все чисто, when непорочно, everything is clean and untainted не спорочено и не осквернено. and not disarrayed. Это состояние невинности, когда мы, как This is дети, the которые time не when we, like the попробовали children вкуса who have греха. not yet tasted sin, Наша душа когда-то была our soul девственной. was once a virgin. Душа, которую Бог дал Нешама, The soul Бытие which 27, God gave чиста. Neshama, which is clean. Да, были времена нашей чистоты Yes, и there were света. times our cleanness and Об light. этом сказано свет And of человека. this it says the light of Иоанна man. 1:4. John 1:4. Но постепенно мы падали But overall, и through time we скатывались fell вниз, and fell down and и так down, оказались в этом мире, который весь лежит во and then ended зле. up in this world which all 1 lies Иоанна in sin. 5:16. 1 John Мы не 5:15. хранили верность нашему We did истинному not супругу keep Богу loyalty to our one true и God, позволили злому началу влечь нас за And собою, allowed и мы the покинули beginning отчий дом, как сказано to Луки tempt 15 us away, like главе. it says Luke 15 chapter. Но все это во Христе можно But all of исправить, this in Christ can be fixed. ибо Бог во Христе не God уменяет in греха Christ людям. Does not show the sin Совершив to man. покаяние можно исправить, By можно committing вновь стать repentance, Девой You can Израиля. again become the Virgin of Israel. Мы призываем всех евреев, We сынов call all the человеческих, Israelites, принять жертву the Христа Son, to и accept the получить sacrifice of очищение Christ всякого греха, and become как cleansed сказано from 1 all Иоанна sins, like 1:7. it says John 1:7. Можно ли подняться падшей Деве Израиля, Can the fallen daughter of Israel rise чтобы вновь уподобиться девственнице to then again be that в proclaimed духовном смысле in a слова? spiritual aspect of that Она meaning? говорит, Tanakh says, пророк Амоса, упала, Prophet Amos fell, не сможет подняться Дева can't rise Израиля, up, the daughter of не Israel может больше подняться. cannot rise up again. У нее уже нет сил, She does все not have strength. кончено. Everything's done. Однако через того же Амоса But through the same сказано, Amos it говорит said, Загар, says the что Zohar, Бог силен поднять ее через that God Машаха, is strong enough to через raise her up Мессию. through the Как Messiah. сказано, в тот день подниму Like it я says, скиню падшую that day Давида. I will rise to the fallen one of David. Поэтому через Загар многие каббалисты Therefore, признали through жертву Zagar, many Иешуа Kabbalists Машаха accepted и раскрыли The тайну sacrifice сию. of the Messiah and opened up the Об secret. этом также учит Павел. About this also teaches Paul. Мой And муж умер и спит смертельным сном до has пришествия been Христа. died and sleeps until the coming of Christ.
Бог, заключая вечный завет между собой, между всякой God душой, proclaiming an overall covenant with himself свидетельствует and all the этим о том, souls. что все души Witnesses бессмертны. this that all souls are immortal. Бытие 9:16. Genesis 9:16. Ибо обе стороны, заключая вечный завет, должны тем самым For all существовать sides и присутствовать must всегда. exist and remember that. В Библии, когда умер человек, In сказано, the Bible, сначала умер, а when затем a person сказано, dies, first said he died, and then приложился к says народу своему, he came close to his people. а же затем, что был погребен.